Всем привет, меня зовут Катя, и вы на канале Good the DIY. В этом видео мы будем делать поддон для цветочного горшка в виде лисички. Начну с основы. Для этого я отрезаю нижнюю часть от пластиковой 2-литровой бутылки. Оплавляю острый срез зажигалкой и оклеиваю его малярным скотчем. Также оклеиваю и всю нижнюю часть основы. Не обязательно использовать именно малярный скотч, газета тоже подойдет. Углубление заполняю небольшими шариками фольги. Теперь оборачиваю ее полностью для того, чтобы придать прочность и дополнительный объем. Скручиваю лапки из фольги. Я решила сделать только передние. Также делаю длинный хвостик, тонкие у основания и расширяющиеся к краю. Основа нашей лисички готова. Теперь я буду оклеивать ее бумажными салфетками. Можно заменить их на газету или бинт, но его фактура будет проступать из-под тонкого слоя шпаклевки. Теперь наношу сильно разведенную финишную шпаклевку. Ее можно заменить на текстурную пасту. Наношу ее жесткой кистью в одном направлении, чтобы создать фактуру ворса. Мордочку сделаю из воздушного пластилина. Подойдет любая самотвердевающая масса для лепки, соленое тесто или масса папье-маше. Делаю ее плоской с обратной стороны, чтобы легко можно было ставить поддон. Бока мордочки и кончик хвоста решила сделать из пластилина с маленькими пенопластовыми шариками. Мне кажется, получается довольно-таки интересный эффект. После высыхания пластилина окрашиваю лисичку полностью, чтобы цвет головы совпадал с цветом туловища. Теперь заполняю внутреннюю часть ушек и крашу в белый цвет. Наношу краску толстым слоем, чтобы она хорошо заполнила щели между шариками. Нос и глазки делаю из черного пластилина. Можно приклеить небольшие бусинки, кусочки фетра или просто нарисовать их фломастером. Вставляю поддон для цветочного горшка. У меня это металлическая коробка от конфет. Голову лисички будет украшать повязка с перышком. Я их сделаю на молде с фактурой листочка, но можно и просто нанести фактуру перышка зубочисткой.
Приклеиваю повязку на клей ПВА. Наша очаровательная лисичка готова. Мне очень нравится результат. Осталось только покрыть ее акриловым лаком и оставить сушиться. Если моя лисичка понравилась и вам, то пишите свои отзывы в комментариях, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.